В этом видео мы наконец-то посмотрим с вами все 10 оттенков жидкой губной помады эликсир Giordani Gold с SPF 15. Покажу вам на губах. Также посмотрим сводч на руке, обсудим формулу, ее отличие от предыдущей линейки. И привет, вы на канале Взлет, меня зовут Ольга. Если вам все это интересно, то поехали. Жидкая губная помада будет питать наши губы, точно их формировать, придавая интенсивный оттенок завораживающего цвета. Мы в линейке найдем 10 насыщенных оттенков, которые будут давать матовый финиш. Помада сертифицирована веганским сообществом и обещает нам, что губы мгновенно будут становиться более гладкими, а формула будет бороться с неровной текстурой, связанной со старением, одновременно стимулируя выработку коллагена и эластина. Приходит помада Giordani в традиционной картонной упаковке, золотистыми буквами, на ней нанесена информация, и внутри мы найдем шикарнейший просто футляр, один из самых моих любимых в каталоге Oriflame, потому что я смотрю на футляры и сразу вижу, что за помада, и выбираю ту, которую мне нужно, не тратя на это времени. Отличается футляр от предыдущей линейки ребристой крышечкой, сейчас идет ребрендинг всей коллекции Giordani, и вот эти ребра подчеркивают, что здесь будет не только декоративный эффект, но и дополнительный уход и забота за губами. И здесь, в отличие от предыдущей формулы, если сравнить ингредиентный состав, то там ключевой был компонент – это органовое масло, которое питало губы, наполняло их влагой, молодостью. То здесь растительная сыворотка добывается из микроводорослей с использованием передовых биотехнологий. Чрезвычайно богата жирными кислотами, содержит более 90% омега-9 олеиновой кислоты, даже больше, чем оливковое масло. И именно этот ингредиент, это натуральное масло, будет обеспечивать вместо предыдущего органового интенсивное питание, гармонично встраиваясь в липидный барьер кожи губ. Кроме того, эта растительная сыворотка продемонстрировала эффект омоложения кожи губ, и именно она стимулирует выработку коллагена и эластина, делая губы полными, обновленными и молодыми. Я видела, как тестируют эту новиночку женщины, у которых на губах очень много неровностей. И я обратила внимание, что когда только наносится впервые помада, она прям все эти неровности подчеркивает. И это неудивительно, потому что любая матовая помада, она прямо вот прорисовывает всегда рельеф губ. И мы всегда, как бы с опаской смотрим на подобную текстуру, если у нас на губах есть какие-то шелушения, морщинки и неровности. И поэтому я бы рекомендовала вам, если у вас есть такая сложность, сначала нанести что-то на губы, либо праймер какой-то, либо бальзам. Прекрасно в Oriflame есть бальзамчики вот такие, либо масло для губ. И сейчас вот у меня как раз на губах масло в оттенке нюд, и мои губы напитываются, и потом я совершенно спокойно могу использовать любую матовую помаду. Хотя, в принципе, у меня неровностей на губах практически нет, но все равно перед тем, как пользоваться матовой помадой, я дополнительно губы напитываю. Но я обратила внимание, что женщины, у которых есть неровности на губах, нанося помаду именно из этой линейки, после того, как проходит какое-то время, действительно, не полностью, но где-то процентов на 50-60 неровности визуально разглаживаются. Это шикарный эффект, поэтому вы можете также рассчитывать вот на эти ребра, на дополнительное питание, уход этого средства декоративной косметики. Когда в каталоге происходит ребрендинг, я всегда сравниваю ингредиентный состав. Полную таблицу оставлю вам в своем телеграм-канале Баблик традиционно. И там же распишу, какие компоненты появились, потому что очень много дополнительных увлажняющих здесь есть ингредиентов, которые будут также заботиться о наших губах. Если мы посмотрим на оттенки, то увидим, что пропал краситель красный и коричнево-красный, а добавлен бриллиантовый синий. И глядя на коллекцию, мы видим, что все оттенки в целом стали более приглушенные. Потеряла эта линейка
те помады, которые выглядели как замазка, которые были супер такими фуксии, розовыми, очень яркими, насыщенными. То есть вся коллекция стала более трендовой. Объем помады 3,5 грамма. Страна-производитель Индия. Раньше была Россия. Логотип стал значительно больше Giordani и обещает нам удобный скользящий аппликатор и очень-очень длинная палочка. Это самая длинная помада из всех жидких, которые есть в каталоге Oriflame. Давайте посмотрим сводчи на руках. 44 821 бархатный румянец, 44 822 нежный нюд, 44 823 мягкая карамель, 44 824 приглушенный коралл, 44 825 пряная роза, 44 826 шоколадный велюр, 44 827 розовое дерево, 44 828 винная ягода, 44 829 роскошный алый, 44 830 пышная вишня. Для того, чтобы вам было лучше видно оттенки, я нанесла каждый в 2 слоя. Если я бы оставила в 1 слой, то все цвета были бы полупрозрачными. Поэтому предположу, что для более естественного оттенка на губах можно будет оставлять помаду в 1 слой, но если вы хотите насыщенный цвет, то наносите помаду обязательно в 2 слоя. Я нанесла где-то минут 5 назад эти сводчи специально заранее, чтобы мы с вами смогли рассмотреть матовую текстуру. И тест на стойкость я уже проводила недавно в своем телеграм-канале, и также сделаю в конце этого видео. Нанесу на губы и попью воды из стакана. Мы с вами посмотрим, отпечатается она на бокале или нет. А сейчас давайте просто я попробую вот так вот приложить руку. Вот смотрите, несмотря на то, что цвета очень насыщенные, и я прижимаю довольно плотно, все равно она не отпечатывается, даже самые яркие оттенки. Поэтому заявленную стойкость, я думаю, мы здесь получим. Вот так выглядят все оттенки в приближении. Вы уже поняли, что она не отпечатывается, но я хочу сделать вот такой тест. Если я проведу пальцем по помаде, то в этом случае она, конечно же, смазывается. На губах вы ее будете носить, она будет держаться долго, хорошо, но если будет какое-то трение, то есть риск, что помада будет размазываться. 44 821 бархатный румянец. Очень мягко наносится, удобный аппликатор, скользит по губам. Одного нанесения мне не хватает, поэтому я снова опускаю аппликатор в футляр. Этот тон естественный. Сейчас, когда я только нанесла на губы, я вижу сияющий финиш. И надо подождать небольшое количество времени, чтобы помада стала матовой. Либо сделать вот такое движение губами. И вы видите, прямо на глазах появился матовый финиш. Оттенок очень нежный, пудровый, розовый, с небольшим бежевым, который многие любят. И его можно вполне рассматривать для повседневного макияжа. У помады довольно яркий, в чем-то кондитерский аромат. Пахнет каким-то пирожным. Если вы уже тестировали, пишите свои впечатления в комментариях. Ну, отдушка прям вот заметная. На губы легла просто как вторая кожа. Выглядит замечательно, но еще раз подчеркну, если у вас неровности, то они будут все прямо вот на выданье. Поэтому обязательно дополнительно напитайте чем-то губы перед тем, как пользоваться этой помадой. Следующий тон 44 822 нежный нюд. Очень легкая, невесомая текстура, помада вообще не ощущается на губах, и хочется ее повторно наслаивать, потому что когда один раз наносишь, такое ощущение, что это твои же губы, естественные, просто чуть-чуть они пигментированные, чуть-чуть выделяются. Оттенок мне нравится, опять же, что он не рыжий, не бежевый, а он очень-очень корректный, и в нем больше коричневого, но также есть небольшая розовинка. Если вот мы посмотрим в сравнении с предыдущим оттенком, вы видите, что в румянце немножко больше розового, а в нюде чуть-чуть больше бежевого. Но в целом эти оттенки очень похожи. А я не знаю, как вы будете между ними выбирать. Может быть, сориентируйтесь на сводч на руке, но на губах они мне кажутся прям практически идентичными.
44 823 мягкая карамель или карамель мечты, как говорит нам английское название. Если мы сравним вот с предыдущим нюдом, то мы увидим, насколько более пигментирована карамель. И я думаю, что на губах мы это тоже сейчас заметим. Если вы любите коричневые оттенки, но более светлой гаммы, то обратите внимание на вот этот тон. Это действительно карамель. В конце 90-х я помню, что это были мега популярные оттенки, карамельные, за ними все гонялись. И сейчас это снова входит в моду. Такой тон, который подчеркивает натуральность вашего макияжа, его естественность, но при этом вы выглядите ярко. Особенно подойдет этот оттенок девушкам с контрастной внешностью, если вы делаете естественный макияж, но хотите, чтобы краски на вашем лице были яркими, чтобы их было видно. Вот этот карамельный тон, это прям для вас будет палочка-выручалочка. 44 824 приглушенный коралл. В этой коллекции я не вижу таких вырви глаз оттенков. Даже коралл, посмотрите, насколько он мягкий. Для меня оттенок коралла — это цвет отпуска. Мне кажется, что он очень круто подходит загорелой коже. Сейчас в тренде естественные макияжи, эффект голого лица. И я об этом писала в своем телеграм-канале Баблик. И если вы смуглая девушка, наносите коралловую помаду, делаете очень такой юный румянец и совсем чуть-чуть туши на глаза, то у вас будет супер естественный актуальный макияж. 44 825 пряная роза, но мне кажется, что это прям будет цветочный у нас оттенок. Давайте посмотрим. Розы бывают разные, бывают пыльные, это не она. Если вы любите такие припыленные розовые оттенки, смотрите в сторону самого первого тона. Он хоть и очень светлый, но вам больше подойдет. А вот если вы любите цветочные, женственные, немножко приглушенные тона, вот этот розовый, посмотрите, насколько он естественный. Он будет украшением любой девушки, он будет омолаживать, он будет придавать свежести лицу. И это действительно роза, но она вот в лучшем своем проявлении. Бывают розы яркие в оттенках помад, а это очень нежная и приятная. 44 826 шоколадный велюр. Сразу хочется сравнить с мягкой карамелью. Велюр выглядит более ярким и насыщенным, и более темным. Мне кажется, что на губах он будет, соответственно, более выразительным. Я думала, что здесь будет прям мокка по названию, а по факту я вижу такой же естественный оттенок, коричневый, но в карамели было больше бежевого, а здесь даже присутствуют небольшие розовые нотки. Это как очень-очень светлый оттенок какао. Для тех, кто любит подобное направление, вам понравится этот тон. 44 827 розовое дерево. Очень популярный сейчас оттенок. Хочу отметить, что чем темнее становятся оттенки, тем более наполненными и напитанными выглядят губы. Аппликатор, он безусловно удобный, но более темные оттенки лучше прокрашивать вместе с карандашом. То есть скользит он хорошо, но из-за формы аппликатора контур поймать довольно сложно на губах, поэтому берем карандаш и темные оттенки прорисовываем с его помощью. Обожаю того человека, который придумал оттенок розовое дерево. Это просто находка вот для моего цветотипа, потому что здесь есть и розовый, и коричневый, и тон очень приглушенный, при этом насыщенный, эффектный. Вот для любых просто образов может подойти этот оттенок. Конечно, это не гламурный красный и не очень нежный светлый бежевый, а вот если мы берем помаду в средней гамме,
губами, то это просто сказочный оттенок. Наверное, я на нем остановлюсь, он мне очень нравится. Ну и переходим к эффектной тяжелой артиллерии. 44 828 это винная ягода. Если вы до этого красились орхидеей, если вы любите лиловые оттенки и хотите продолжать ими пользоваться, но только сделать свой образ чуточку более актуальным, модным, трендовым, то вот этот тон сделали для вас. Это ваш любимый оттенок, но он приглушенный, и он не кричащий, не вызывающий. Он сделает ваш образ более элегантным и более изысканным. А еще это холодный оттенок, и ваши зубы будут выглядеть чуть-чуть белее, когда вы будете использовать эту помаду. 44 829 роскошный алый или люкс Скарлетт, говорит нам английское название, и это действительно люксовый красный оттенок, это видно даже по колпачку. Боже, какая красивая красная помада! Очень яркая, выразительная. Это красные губы вашей мечты. Если вы думаете над образом с яркими губами, то вот эта помада, она просто бомбическая. Она мгновенно стала у меня матовой, ушел абсолютно весь глянец, все сияние. Не забывайте вот так сделать после нанесения, и сразу же увидите матовый эффект. Но еще раз подчеркну, что одним аппликатором прокрашивать ровный контур довольно сложно. Я вот сейчас постаралась, и то я вижу огрехи какие-то. Если вы делаете макияж с яркими красными губами, с помощью аппликатора обязательно возьмите в руки еще и контурный карандаш. 44 830 пышная вишня. На мой взгляд, вот этому оттенку помады лучше всего подходит название винная ягода, потому что здесь есть и винный оттенок, и ягодная. Ну ладно, пусть будет пышная вишня. Еще я называла такие оттенки голливудским красным. Это когда очень насыщенный, темный, глубокий красный с примесью вишневого тона. 3 последних оттенка очень эффектные. Выбирайте тот, который больше всего подходит макияжу и образу, который вы хотите создать. Мне вот было бы очень сложно выбрать. Предыдущие более насыщенный красный, уходит куда-то даже в маковый, а вот этот более голливудский, это прямо оттенок для красной дорожки. Потрясающая просто палитра. Мы получаем линейку помад, которые очень комфортны на губах, с невесомой текстурой, не закатываются в складки, наполняют питательные формулы. Растительная сыворотка здесь работает на омоложение, SPF 15 на защиту от фотостарения. Все оттенки сделали не супер яркими, а чуть-чуть приглушенными, и благодаря этому гамма линейки стала более трендовая. Главная же задача у нас у девочек — это выбрать тот оттенок, который больше всего нам понравится. Я надеюсь, что мой обзор вам в этом помог, но еще здесь заявлена стойкость на 8 часов. Вот с момента нанесения вот этой помады, вы видите, она довольно яркая, прошла уже где-то минутка точно, и у меня здесь есть бокал для тестирования, и сейчас я хочу попить воды, тем более я давно снимаюсь, очень хочу пить, и мы посмотрим, отпечатается ли эта помада на бокале. Вот я попила воды, и вот показываю вам бокал. Абсолютно нет отпечатка помады на нем. То есть вы можете быть уверены, что вы накрасились яркой помадой и пошли в ресторан, в кафе, на прогулку, и на посуде нигде не будет ваша помада оставаться. Она действительно будет стойкой. Если вам был интересен и полезен мой обзор, то ставьте лайк под этим видео, пишите в комментариях, какие оттенки вам больше всего понравились, как вам новый запуск, ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Взлет и нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещения и посмотреть видео о новинках Oriflame на нашем канале самыми первыми. Пока-пока.